Здравствуйте, господа. Совет на 3 ноября. Очень часто человек оказывается в очень плачевном состоянии огромных неприятностей. И весь мир обваливается вокруг, все падает. Я обычно говорю, что человек в это время может выйти только через состояние получения удовольствия, радости, которое в принципе невозможно в этот момент для человека. То есть, если у тебя завтра забирают недвижимость, если у тебя завтра все абсолютно отберут, если ты очень сильно болеешь, если вокруг мир можно назвать крахом, все темнеет. Такое было в моей жизни. Может, есть ли какой-нибудь выход в этом всем? Может ли что-нибудь помочь человеку вырваться из такой западни? Конечно, глядя на меня, можно сказать, что Андрей Андреевич, вы хорошо одеты, чувствуете себя хорошо, ездите там, в машине и так далее. Что вы можете знать об ужасе жизни? Я хочу вам сказать, что я знаю много об ужасе жизни. За плечами нищета, и за плечами тяжелая болезнь, и за плечами огромное количество стенаний. И вот такой я хочу дать сегодня совет. Я всегда говорю, что благодарить не нужно и так далее, но сегодня я бы хотел сказать именно об этом. Когда у человека все вокруг обваливается, в этот момент человек должен вспомнить о том, что наша жизнь – это то, что дано человеку Богом. И если высшие силы требуют от человека стенания душевного и физического, которая как раз и появляется в тот момент, когда у человека появляется нищета, и тяжело человек переносит те трудности, которые с ним происходят, в этот момент человеку могут помочь стенания и пост. В этот момент человек должен начать поститься и ограничивать себя максимально. То есть однодневный пост, в ходе которого необходимо благодарить Бога за то, что вы живете, посвящая этот пост тому, чтобы решился ваш вопрос. В этот момент очень хорошо страдать, и страдать во имя вашей проблемы. Не рассказывать об этом, быть при этом человеком внешне веселым, радостным, теплым, нежным, благородным, счастливым, но при этом заставлять себя испытывать страдания, прикручивая свое физическое тело, устраняя возможности каких-то телесных и плотских радостей. И в этом случае, благодаря в конце дня высшие силы за свою жизнь, если эта жизнь, в которой вы живете, требует от вас сейчас страданий, то необходимо рассчитаться. И ваш расчет произойдет именно таким образом. Поэтому очень рекомендую через день или через 2 дня вот такие посты, удержание своей плоти, и можно молитвы или чтение мантр для выравнивания судьбы. Все в жизни решается. Наша жизнь и наши проблемы, как бы мы ни хотели, плохо нам или хорошо, рано или поздно все это заканчивается. Нам все равно придется эту жизнь прожить от начала и до конца. Ну и быть добру, друзья. Я желаю вам успехов.